Всем привет. Сегодня у нас расклад один, и он, я думаю, нужен, актуальный. Вот, и прежде чем начать, приглашаю всех в проживание арканов, в магический чат и прочее, 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 если хотите свою жизнь изменить. Кстати, есть еще манифест, он на Бусти, ссылка в описании видео и в закрепленном комментарии. Вы можете научиться делать защиты, чистки, чакры защищать и так далее и тому подобное. Абсолютно все сможете. Это на уровне манифест, как называется, забыл, на Бусти. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, единичка, почему-то одна. Ну, вот по-другому никак не скажешь, ты слишком умной стала для своего же блага. То есть, ты знаешь, ты вот научилась видеть мужиков насквозь еще до того, как они рот откроют. Ты вот на мужчину смотришь и сразу понимаешь, этот будет изменять, этот будет пить, а третий вообще там, этот, как его, маменькин сынок. То есть твой мозг, он работает как рентген. И ты видишь вот все, как сказать, косяки наперед. И вот знаешь, что происходит? Ты закрываешься еще до знакомства. Вот, подсознательно я имею в виду. То есть парень вот только к тебе подходит, да, а ты уже мысленно составила на него вот это досье и вынесла ему приговор. Он комплимент говорит, а ты думаешь, эх, врунишка, хочет меня в постель затащить. В постель затащить, это значит там потом эти кушать, как их забыл. Не сушки, а сухари кушать. И вот так получается. Или там хочет встретиться с тобой, а ты думаешь, все, халявщицу ищет, которая за него там платить будет. И знаешь, еще ты очень расстроена тем, вот как прошлые отношения закончились. Потому что откуда это все у тебя? От прошлых отношений. Вот тот мужчина, которого ты любила, он бросил тебя вот в самый неподходящий момент. Оставил разбираться с проблемами одну на один. Один на один с проблемами тебя оставил. И теперь ты постоянно в голове прокручиваешь эту историю и злишься, и грустишь тоже, конечно. И вот твоя проблема в том, что ты стала защищаться от боли раньше, чем она вообще появилась. То есть, еще раз повторяю, да, он еще не успел подойти, а тебе уже больненько. И ты вот настолько боишься снова пострадать, что просто не даешь никому шанса тебя порадовать. Мужчины чувствуют эту твою броню и просто не знают, как к тебе подойти. Они видят красивую, умную женщину с классной попкой, но она излучает такой холод, что вот страшно даже привет сказать. Понимаешь? Почему не подходит знакомиться? Что транслируешь ты? Ты знаешь, вот полную нужду в стабильности транслируешь. Мужики видят в твоих глазах панику. Хочу замуж, хочу детей, хочу дом построить и так далее и тому подобное. Причем сейчас, немедленно и немедли мне тут. Понимаешь? Ты смотришь на каждого этого кандидата потенциального, да, как на спасательный круг. И вот это их дико пугает. Понимаешь? Это те, кто тебе нравится. А еще хуже, что ты одновременно показываешь полное отчаяние. Ты как на «Титанике» тонешь и за любую соломинку хватаешься. С мужиком вчера познакомилась, а сегодня ты уже думаешь, как мы с ним будем смотреться, как у нас свадьба пройдет.
Он сам-то толком не понял, как тебя зовут, а ты уже думаешь, где жить будете, сколько детей заводить и так далее. То есть твоя энергия, она кричит: «Спаси меня, мужчина!» Вот прям с первой же встречи кричит. Ты не женщина, ты проблема, которую нужно решать. А мужчинам же хочется там завоевывать и так далее, и вперед с этим, как его, с копьем, ой, с копьем с этим. Забыл. Этот, с мечом, простите, я слова забываю. С мечом наперевес такой хочет завоевывать, но не спасать, завоевывать. Они хотят чувствовать себя героями, а не службой вот этого экстренного реагирования, понимаешь? Ну и самое поганое, ты показываешь, что ты согласна на любого, лишь бы одной не остаться. Ты холодная с теми, кто тебе не подходит, да, якобы, кто там похож на бывшего, а с теми, которые на него не похожи, у тебя паника вот эта. И у тебя нет требований, нет стандартов, границ тоже нет. Ты готова глазки свои закрыть на любые косяки, лишь бы мужик остался тот, который тебе приятен и не напоминает вот этого бывшего. Понимаешь? Ты бы видела, как я сейчас руками жестикулирую во всем. Но хорошо, что не видишь, да, потому что я за вас за всех переживаю, а вы прям вот ремня не хватает. И вот эта вся твоя паника, это отталкивает даже вот самых отчаянных. Никому не интересно то, что достается слишком легко. Понимаешь? А тем более, вот я всем говорю в магическом чате, и ты меня послушай. Вот повстречалась с мужиком, на первом свидании никаких поцелуйчиков. Границу держи. Там второе, третье, четвертое свидание и так далее, границу держи. Первый поцелуй через месяц, через два, а лучше через 3 только. Понимаешь? Про компот я вообще молчу. Вот в идеале у вас говорю, в идеале этот, как его, отношения. Отношения, первый компот только через полгода постоянных встреч. Иначе ты мужика просто, он уйдет дальше. Как только получит свое, потому что не нужно добиваться. Мужчины хотят добиваться женщину, а не получать ее в подарок просто за то, что они мужики. Скажешь, нет таких. Это в твоем мире нет. Поэтому и нету в твоем мире таких. Я свою вторую девушку добивался 3 года. Через 3 года прям очень хороших отношений, за ручку гуляния и так далее, через 3 года я ее впервые поцеловал. Понимаешь? То есть было бы желание у мужика. Поэтому вот так вот. А тот, кто не твой, он не будет тебя добиваться. Он скажет, а давай компот на первом свидании и поцелуемся еще. Почему-то у меня компот. Поцелуем. Ну ты поняла меня. Что делать тебе? Убить в себе вот эту отчаявшуюся женщину, которая готова на все ради отношений, лишь бы вот этот вот детородный возраст не закончился. Хватит цепляться за каждого мужика, как за последнюю надежду. Пора стать той женщиной, которая живет полноценной жизнью, вот сама по себе. А если мужчина появится, то хорошо. Если нет, тоже не катастрофа. Начни вот новую жизнь прямо вот завтра. Там запишись на курсы, которые тебя интересуют. Найди хобби, которое радость приносит. Спортом заниматься начни. Попка красивая, но подкачать нужно. Не спорь со мной. Вот наполни свою жизнь событиями, которые никак не связаны с поиском там мужа, мужчины и так далее и тому подобное. И, конечно же, вот самое важное, научись получать кайф от одиночества.
Просто пойми, что быть одной — это не приговор, это возможность. Можешь делать, что хочешь, можешь, как говорится, телевизор выключать, как сказать, когда тебе надо. Можешь в постели там кушать борщ. Понимаешь? Во всем нужно искать плюсы. Ты сейчас только минусы. Вот у меня мужика нет, а мы бы сейчас у тебя вот такое вот мышление. И вот когда ты всю свою жизнь наполнишь интересными вот этими делами, то ты просто перестанешь нуждаться в мужчине для счастья. Тогда он и появится. Потому что, понимаешь, мужчин привлекают самодостаточные женщины. Те, которые не висят на шее, а вот рядом идут. Которые не требуют спасения, а предлагают партнерство. Разницу чувствуешь? То есть сначала стань интересной сама себе. Почему ты должна быть интересной постороннему мужику, который даже тебе там не родственник, никто, если ты сама себе не интересна? Фу, да что ж такое, каков итог будет? Но перестанешь отчаянно искать мужика, и к тебе придет целая команда. Понимаешь, ты попадешь в компанию людей, где будет несколько классных мужиков. И это будет не какое-то там случайное знакомство на улице, а знакомство через общие интересы, через то хобби, которое ты найдешь. Понимаешь? Вы сначала друзьями будете, потом начнете присматриваться друг к другу. И знаешь, что самое классное? Ты будешь выбирать. Понимаешь? Не хвататься за первого попавшегося, который на тебя красиво посмотрел, а спокойно оценивать каждого. Смотреть там, кто тебе больше подходит по характеру, кто по интересам, кто по целям жизненным. У тебя появится вот эта роскошь выбора, понимаешь? Но сначала, конечно, тебе будет очень тяжело принять вот эту потерю иллюзий. Ты поймешь, что принц на белом коне — это сказка для маленьких девочек, что мужиков идеальных не бывает, что вот в каждом есть свои там косяки, недостатки и так далее. И понимание этого будет болезненно, потому что ты живешь, как сказать, мечтами о совершенном мужчине, который у тебя в голове. Но зато ты научишься строить реальные отношения с реальным человеком, а не принцем из сказки. И от мужика не будешь требовать невозможного, а принимать его таким, какой он и есть на самом деле. И взамен, конечно же, получать такое же принятие, потому что ты тоже пукаешь, извини меня за выражение. И у тебя будут крепкие и честные отношения, основанные не на вот этом отчаянии, да, и нужде, а на взаимном уважении и любви. Да, согласен, не сказка, но это намного лучше одиночества в ожидании какого-то там эфемерного принца на белом коне. Понимаешь? Давай посмотрим-ка мы с тобой второй вариант. Двоечка, почему ты одна? Да потому что ты строгая училка. Вот прям именно так я и хочу сказать. Я объясню. Мало того, что ты учителем работаешь, так ты еще и каждого оцениваешь мужика как своего ученика. Вот я бы так прям сказал. Вот смотришь на мужика и сразу ему ставишь оценки, да? Там за внешность, за поведение, за работу, за машину, за квартиру, за глаза. И вот так и у тебя идет. У тебя ты училка. Вот есть учителя, а ты училка. То есть, смотри, я объясню по-нормальному. Потому что прям карты кричат, можно сказать. Я объясню. Вот ты
работаешь учительницей. И есть учителя только на работе. Домой приходят и сразу это Маша, Лена, Наташа, Света и так далее. А ты на работе училка, дома училка, на отдыхе училка, и везде ты училка. У тебя твоя работа — это вот твоя жизнь. У тебя эти, как их называются, рамки стерты, границы. И в итоге ты всем ставишь оценки. Даже если мужик тебе нравится, ты смотришь на него, оценивая вот ему не как женщина, ни в коем случае, как училка. Ты ему вот тебе 5 за поведение, 4 за то, что ты мне дверь неплохо мне открыл, а 3 за то, что у тебя вот пуговичка расстегнута, паразит такой. Вот ты училка, ты вот в жизни училка. И вот судишь ты мужиков как опытная женщина, потому что ты привыкла. Ты привыкла оценки ставить. Понимаешь? А вот в отношениях ты ведешь себя уже как школьница. Вот, объясню, погоди. Ты вот много читала, много от подруг слышала, смотрела там фильмы про любовь, у тебя Есенин, Пушкин, Лермонтов, все вот это вот, у тебя все это в голове. И как Дантес этого Пушкина шандарахнул, тоже в голове. И как они все там вот это все. И ты живешь вот этим. То есть, объясню по-другому, ты живешь в тех веках. То есть в тех кавалерийских веках. И тебе нужен мужик, не мужчина тебе нужен кавалер. Понимаешь? И вот в теории ты все знаешь. А на практике ты паникуешь. Первый комплимент к тебе летит, и ты не знаешь, как себя вести на свидании. То ли ему 2 поставить, то ли как женщина быть. Я понял, как тебе объяснить. Смотрела этот фильм советский, как он, «Не Москва слезам не верит», нет. Не Борщев. Забыл. Которая начальница была на работе, вся такая мымра, он еще и говорил. Вот ты, вон та женщина, училка. Я не помню, как фильм называется, можешь мне напомнить. «Служебный роман». Да что ж такое, извините, у меня память уже не та, как раньше. «Служебный роман». Вот у тебя непроработанная императрица. Понимаешь? И еще ты боишься показать свою неопытность. Поэтому что ты делаешь? Прикрываешься высокими требованиями. Мне нужны мужчины только отличники. Вот видите, какой он. И с иголочки одет, не пукает и так далее. А сама что ты пукаешь? И у тебя в голове проще сказать: он мне не подходит, чем самой себе признаться, что не знаешь, как общаться с мужиками. Ты мужиков отвергаешь раньше, чем они и успевают тебя отвергнуть. И еще ты стала экспертом по чужим отношениям. Но в своих ты полный ноль. У тебя ты подругам даешь советы, да, говоришь: ой, у вас такие проблемы, туду-туду, анализируешь их проблемы, там предсказываешь развитие событий, да он тебе изменяет. Блин, как бы ты видел, и как я сейчас жестикулирую. Ну ладно. И вот когда дело доходит до своей личной жизни, ты просто теряешься и не знаешь, что делать. У тебя есть знания, а навыков-то нету. Ты знаешь, что там Пушкин там любил Наташу Ростову или нет? Или это Пушкин про Наташу? Я запутался, не переживаем. Ну, из-за кого они с Дантесом-то срались? Ой, извините, я сам двоечник был, поэтому я только знаю, что Дантес убил Пушкина. А ради кого Наташа Ростова? Это же вроде не из поэмы, или из поэмы, или вот этой вот, что Пушкин. Ну, в общем, ради женщины они бились, и у тебя в голове мужчины должны вот такие вот все. И еще бакенбарды, и вот эта вот хрень, которая на шее.
Но нет. Критерии есть, а умения строить отношения нет, потому что ты в прошлых веках, даже когда не жила еще, ты, как этот сказать, ты предпочитаешь познакомиться на балу. Вот так вот я скажу. Хотя балов давно нету. Одни есть только, которые вечеринки, в которые не в ту дверь заходят, да? Так вот, почему не подходят знакомиться эти паразиты? Потому что ты транслируешь полную незаинтересованность. Ты хочешь, но транслируешь то, что тебе не интересно. То есть, объясню. Мужчина видит, скучает, но ей ничего не надо. Я объясню опять. Ты в кафе сидишь с таким лицом, как будто тебе вся жизнь на это надоела. Чуть не сказал матом, но ты поняла меня. На вечеринках ты там где-нибудь в углу стоишь, а то и вообще дома. Ты на вечеринках всегда дома. Вот ты именно такая, потому что ты училка. И если все-таки тебе удалось вырваться куда-либо, мужик подойдет знакомиться, то ты отвечаешь вот так вот «да», «нет», или в телефон еще смотришь вдобавок. Ой, я бы для женщин запретил телефон. Телефоны у женщин — это от дьявола. Почему? Потому что вы мир пропускаете. Ой, не могу прям. И внутри ураган эмоций у тебя вдобавок. То есть, объясню, подожди. Вот смотри, ты хочешь любить? Да, ты бы не смотрела этот расклад, если бы не хотела любить. Отношений хочешь? Да. Семью хочешь? Да. Дететков. Ребенков хочешь? Да. Детей. У тебя столько энергии, столько планов. У тебя вот это вот, как... Вот смотри. Я этот запутался в словах. Вот смотри, ты хочешь дарить любовь, но ты до сих пор ее никому не даришь. А она у тебя копится, копится, копится. Мало того, что ты превращаешься в горгону, так у тебя еще не выплеснутой любви до хрена. Вот, и тебе кажется, приедет вот этот Пушкин ко мне, я как его любить буду, я ему пирожки печь буду, я ему вот это буду, я ему то буду, я буду на коленочках сидеть и так далее. И дальше мыслей дело не заходит. Когда знакомиться, то мы смотрим в телефон и говорим, мне это не интересно, потому что ты смотришь то, что не Пушкин подошел. И вот ты все вот это вот, всю задавленную любовь, у тебя, наверное, кошки есть, потому что она у тебя копится, копится, но тебе на кого-то нужно любовь свою выкатывать. Соответственно, я на 100% уверен, у тебя есть кот или даже несколько. А на вид прячешь все под маской равнодушия. Боишься показаться навязчивой, боишься показаться там еще какой-нибудь. Поэтому показываешь себя холодной. И знаешь, в чем проблема? Я тебе открою секрет. Мужики не экстрасенсы. Ну, не видят они, что творится у тебя вот в душе. Как ты ему кувалды по башке не давай, не увидит. Они видят только вот внешне скучающую женщину, которая явно не хочет общаться, и проходят мимо. А зачем им напрягаться, если женщина показывает, что она не заинтересована? Логично? Логично. А у тебя вот в голове это нелогично. Я же красивая, я же сижу. Так самое важное, что ты транслируешь. И постоянно вид делаешь, что тебе все равно. Вот мне все равно, я училка, я вот в телефон гляжу. Мужчина предлагает встретиться, а ты вот с таким видом соглашаешься, как будто делаешь одолжение. А на 9 девчонок по статистике... Нет, неправильно сказал. На 10 девчонок по статистике 9 ребят. И вот из этих 9 8 уже женаты. Получается, на 10 женщин 1 мужчина. Понимаешь, о чем я? Вот, а ты с таким видом, что одолжение делаешь. Нет, нужно быть на равных.
Он сообщение пишет, а ты вообще отвечаешь там через сутки, показывая, что у тебя и так других дел полно. Еще я училка, мне нужно школьникам двойки всем понаставить. А мужчины не хотят бегать за тем, кто их не ценит. Представляешь? Что делать тебе? Бросить все эти игры в недоступности, стать настоящей хозяйкой, императрицей, я бы сказал. Хватит прятаться за вот этой маской равнодушия. Приди в проживание арканов и проработай эту императрицу. И все. И вот из этого служебного романа, я про фильм говорю, да, из Мымры ты превратилась, ща, вот такая вот красавица, что прям сам бы поцеловал и даже цветочек подарил какой-нибудь. Понимаешь? Пора миру показать, какая ты на самом деле. Энергичная, живая, интересная, любви до хрена. Которая умеет и работать, и отдыхать, и у нее работа не равно жизнь. Понимаешь? Займись собой по-настоящему. Не для того, чтобы вот кому-то понравиться, да, а для собственного удовольствия. Сходи, как называется там, парикмахерскую, я не помню, оно как-то по-другому называется, парикмахерскую сходи. Сделай себе шевелюру красивую, гардероб обнови. Запишись, как называется, фитнес, попку качай. Но самое главное, найди дело, которое тебя зажигает. Не именно работу, потому что ты училка, это понятно все, а вот хобби, какой-нибудь проект, что-то, что будет приносить тебе как радость, так и доход. Понимаешь? Стань вот той женщиной, которая сама решает, как ей жить, а не училка ей говорит. Не жди, что кто-то придет и все организует. Нет, сама планируй все. Сама там отпуск, где жить, с карьерой и так далее и тому подобное. Мужчины тянутся к интересным, самодостаточным женщинам, которые не висят на шее, а рядом идут. И перестань мужикам оценки ставить. У тебя же список требований, у тебя там пуговичка не застегнута 2, поведение. Так, ладно, давай 3 поставим. Так, внешний вид 5, молодец, красавчик. Так, хочу ли я его поцеловать? 2. Хорошо ли он со мной обходился, где-то мне там двери открывал, где-то чего-то шутил и так далее. Так, шутки 2, потому что они все ниже этого, как называется, ниже пояса. Ты бы видела, как я сейчас жестикулирую. Но ты меня поняла, у тебя двойки, а тебе нужен отличник. А отличник был последний Пушкин, а больше не было отличников. Понимаешь? Вот. Я тебе про это и хочу сказать. Пушкин единственный в своем роде. Он замечательный поэт, он такой хороший человек. Возможно, я не знаю, лично не присутствовал, лично не знаю. Я в то время в Африке жил. Так вот, Пушкина больше не будет, но рядом есть другие. Так каков итог всего этого будет? Встретишь ты мужика, встретишь, с которым у тебя будет настоящий выбор. Не согласиться, не вот это вот сейчас объясню. То есть поклонники у тебя появятся, понимаешь? То есть у тебя мужчина будет, которого ты выберешь из нескольких, вот так вот скажем. Но когда перестанешь быть училкой в жизни, училку оставляя на работе. Поклонники появятся, из которых ты выберешь того самого своего Пушкина, понимаешь? Но самое главное, ты себя настоящую найдешь. Ты поймешь, чего ты на самом деле хочешь от жизни, от мужиков, от отношений. Ты перестанешь вот эти роли играть Наташи Ростовой. И начнешь быть собой, а не та дама в средневековом зале на балу. И ты настоящая окажешься намного привлекательней вот этой маски Наташи Ростовой, которую ты носила, понимаешь? То есть ты станешь той женщиной, которая не будет бояться показать свои чувства. И будет у тебя мужик, и будет он раскидывать носки. Да, не Пушкин, но ты его будешь любить.
А мы перейдем к третьему варианту, а ты подпишись обязательно. Троечки. Почему ты одна? Всю энергию подарил двоечкам, поэтому вам сухо. Ты ходячая энциклопедия жизни. Вот и все. Поэтому ты одна. То есть, а я объясню. Ты вот настолько много знаешь, ты прям умничка. И у тебя вот много знаний по развитию отношений. Что у тебя у меня, чтобы тебе было понятно, я активно жестикулирую, чуть сейчас камеру не задел. И плюс к тому, что у меня слова все это воздух, он внутри, а выйти не может. Так вот, юный мой друг, карапузик, ты энциклопедия. Много знаешь, все вообще вот, как строить отношения, как должны быть дети, как должны быть борщ, сколько соли ложить в отношения, на граммы, на глаз и так далее. Вот ты знаешь все, как они развиваться должны, что ты сама запретила их себе иметь. Объясню. В детстве тебя хвалили за то, что ты умненькая девочка, сообразительная, все понимаешь. И ты вот решила, что быть умной — это твой способ получать любовь. Понимаешь? Я так копнул вот прям, что, как сказать, аж чуть ногу не вывихнул. То есть ты понимаешь, да? И сейчас в итоге ты стала той женщиной, которая всегда знает правильный ответ. Мужик про свои проблемы рассказывает, а ты сразу решение даешь. Он планами делаются, а ты сразу видишь все подводные камни. То есть ты стала играть роль мамы для взрослых мужиков, но никому не нужна мама в постели. И знаешь, что за этим всем скрывается? Дикий страх оказаться глупой, дикий страх оказаться наивной, обманутой. Ты боишься показать, что ты чего-то не знаешь, что ты ошибиться можешь, что тебя могут использовать. Поэтому прячешься за вот этими знаниями, мудростью и красивыми словами, наподобие там с научной точки зрения, банальной эрудиции. Не каждый индивидуум способен игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. Поэтому лучше быть одинокой умницей, чем счастливой дурочкой. Да? Да. И, соответственно, ты подсознательно, не сознательно, нет, сознательно ты хочешь мужика, детей рожать и так далее. Подсознательно ты выбрала безопасность вместо близости. И мудрость защищает тебя от боли, но и от радости тоже, понимаешь? А мужики-то чувствуют, что с тобой нельзя расслабиться, нельзя быть слабым, нельзя ошибаться, нужно уметь отличать косинус от тангенса, от котангенса и так далее. А им-то, ну, мужикам я имею в виду, хочется же рядом с женщиной быть, которая вот, как сказать, героями чувствовать рядом с женщиной, а не двоечниками на экзамене, понимаешь? А ты спряталась, потому что в детстве тебя хвалили за то, что ты умничка и так далее, и так далее. А когда двойка, тогда не было любви. И твой способ получать любовь — это умничкой быть. Но это было тогда, а ты принесла это во взрослую жизнь. Почему не подходят знакомиться? Что ты транслируешь, да, для мужиков? Постоянную готовность к бою. Вот по-другому тут никак не скажешь. Мужчины видят женщину, которая всегда на взводе, всегда готова спорить, показывать, что она умная, что она... которая всегда подвох ищет. Ты как солдат на посту. Даже когда ты отдыхаешь, внутренне ты готова к атаке.
И вот эта твоя боевая готовность отпугивают даже самых смелых этих кавалеров. Понимаешь? А происходит это потому, что ты требуешь от мужиков эмоциональной зрелости, которой у них нет. Ты хочешь глубокие разговоры с мужчиной, который еще, как сказать, в футбол играет. Ты ждешь понимания от того, кто сам себя не понимает. И стабильности требуешь от человека, который еще сам только ищет себя в жизни. То есть я объясню, проблема твоя в том, что ты психологически старше своего возраста. Тебе, возможно, там 20, 25, 30, а ты вот прибавь, как сказать, еще лет 20 к своему возрасту, вот это психологический твой возраст. Вот чтобы ты поняла, что у меня, как сказать, что я хочу объяснить. То есть у тебя мышление 80-летней женщине в теле 30-летней. Ты уже готова к серьезным отношениям, а мужики твоего возраста, они еще развлекаются, они еще на рыбалке говорят: смотри, у меня писька сколько, а тот говорит: о, у меня больше, и вот они меряют линейкой все. Или, ну, это образно я говорю, понимаешь? Ты уже готова к серьезным отношениям, а мужики твоего возраста, они, вот образно говоря, в песочнице играют. И когда они видят твою серьезность, им становится страшно. А кому хочется отношения иметь с матерью своего друга, да? Ну, грубо говоря, с бабушкой своего друга. Никому. Еще ты постоянно проверяешь мужиков на прочность. Ты им тесты устраиваешь на верность, на честность, на порядочность, на все. Создаешь ты конфликтные ситуации, чтобы посмотреть, как они отреагируют. А мужики не хотят экзамены сдавать. Им хочется просто общаться, просто целоваться, просто получать удовольствие. Твои тесты, они воспринимаются как агрессия. И мужики убегают к более простым девочкам, которые не экзаменуют на каждом шагу, понимаешь? Что сделать нужно? Ну, вот мягко скажу, нужно научиться быть дурочкой, но не дурой, а дурочкой. Вот серьезно, верни себе детскую наивность, детскую непосредственность. Перестань всех мужиков анализировать и просчитывать все наперед. Позволь себе удивляться, разреши себе восхищаться, разреши себе верить вот этим красивым словам. Мужчинам же нравятся женщины, которые могут, вот, как сказать, искренне обрадоваться вот цветочку. Пусть ромашка, пусть хуяшка. Извиняюсь. Так, надо себе отметить, что это вырезать надо. Пусть ромашка, да, мне аж вся спесь, вся сам себя остановил. И знаешь, найди свое дело, в котором ты будешь звездой. Понимаешь? Не ищи признания там в отношениях. Добивайся его в работе. Добивайся в творчестве, в хобби. Стань лучшей вот в чем-то конкретном. Когда у тебя будет своя территория успеха, то ты перестанешь цепляться за мужиков, как за источник самооценки. Понимаешь? Начни побеждать в своей области. Пусть там коллеги знают, что ты профи. Пусть там клиенты тебя рекомендуют. Пусть начальство твою ценность видит. Когда ты почувствуешь себя победительницей там на работе, в хобби и так далее, тебе не нужно будет доказывать свою крутость мужикам. А еще научись проигрывать с достоинством. Позволь мужикам иногда быть правым, понимаешь? Даже если он не прав. Просто дай ему вот этот подарочек, почувствовать себя умным, почувствовать себя сильным, почувствовать себя нужным. Не спорь по мелочам, не доказывай свою правоту в каждом вопросе, а то твое вот это с научной точки зрения и так далее. Но лучше иногда промолчать и обнять, чем выиграть спор и остаться одной. Понимаешь? Какой итог будет? Ну, тебе придется пройти через настоящий ад самокопания.
То есть я объясню. Ты знаешь, ты поймешь, что всю жизнь играла не свою роль. Что ты прятала себя настоящую за маской вот всезнающей умной женщины. И вот этот процесс снятия масок, он очень болезненным будет. Ты увидишь свои страхи, ты увидишь свои комплексы, ты увидишь свои детские травмы. Вот все как в проживании арканов. Тебе нужно будет переосмыслить всю свою жизнь, понять, вот где ты была настоящей, а где роль играла. Понимаешь? Поймешь, нужно понять будет, там, какие твои достижения действительно твои, а какие это попытка соответствовать каким-то там чужим ожиданиям. И вот этот процесс будет как вот генеральная уборка у меня по воскресеньям. То есть выбросишь много хлама, но зато ты найдешь вещи, о которых ты забыла. И вот когда пройдешь ты вот через вот эту трансформацию, ты станешь совершенно другим человеком. Той, которая будет и умной, и глупой, и сильной, и слабой, и вообще в зависимости от ситуации. Ты научишься быть гибкой, ты научишься быть адаптивной. И самое главное, научишься живой быть. И вот тогда, именно тогда, любовь настоящая придет. Не из жалости к одинокой умнице, не из желания получить там бесплатного психолога, а от восхищения твоей многогранностью. Мужчина полюбит не твои знания, а твою способность быть разной. И самое главное, ты сама полюбишь настоящую себя, а не вот эту роль, которую ты всю жизнь играла.